Но действительно, Ля Резерв – это крем де ля крем. То есть это такой немножко курорт в городе. Плюс можно даже заказывать своего личного шеф-повара, тихо, конфиденциально рассказывать. То, чего мы не знаем, мы должны знать точно. То есть мы против любых диет. Бутики дарят еще маленькое украшение, подвеску Тиффани. С винной картой понятно, что нет проблем вообще ни в одном отеле или резерв. Его называли Махараджа Сент-Эстефа. Это нужно обязательно видеть, это нужно пробовать. Сплошные жемчужины просто. Не говори. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях представитель молодой, но уже полюбившейся люксовой цепочки отелей Ля Резерв Галина Терентьева. Галя, здравствуй. Здравствуй, Ева. Здравствуй. Отели достаточно молодые, да, если говорить про долгий какой-то туризм с большими традициями, то отелям всего почти 20 лет, да? И тем не менее они уже стали любимыми для многих наших путешественников и в Париже, и в Женеве, и в Раматюэле. На Лазурном берегу эти отели уже выбирают семьи для себя не один год, даже уже не один десяток лет. Ну, Галя нам об этом расскажет поподробнее. Что за прекрасные отели Ля Резерв, что они из себя представляют, как бы. С удовольствием. Да. Какая-то цепочка большая, или вот мы знаем про несколько отелей, которые самые для нас, скажем, такие любимые. Спасибо тебе за первое представление. И ты совершенно права, это относительно молодая коллекция отелей. Отели, о которых мы сегодня будем с тобой подробнее говорить, это отели Ля Резерв, это верхушка айсберга, как мы любим говорить. Достаточно известной на самом деле отельной группы Мишель Рибье Hospitality. И как следует из названия, эта отельная группа принадлежит одному человеку, господину Мишелю Рибье. Это французский предприниматель, давно живущий в Швейцарии. И в Швейцарии у него помимо отельного бизнеса есть еще частные клиники и производство косметики. Мы тоже немножечко сегодня про это с тобой поговорим. В отельную группу Мишель Рибье Hospitality входят 14 отелей. Большая их часть расположена в Европе, на территории Франции и Швейцарии. Но, наверное, ты слышала или, может быть, читала, что есть еще один отель, расположенный в Англии, в Лондоне. Это отель «Оскар». И вообще-то у него совершенно такая уникальная судьба и суперинтересная локация. Он расположен в бывшей штаб-квартире Баптистской церкви. Необычно. Это необычно. Вообще все, наверное, отели этой коллекции, все 14, они расположены в необычных каких-то местах, скрытых от посторонних глаз, от зевак. Это может быть и на природе, в горах, это может быть на берегу озера или даже в центре шумного города, в центре столицы, но в каком-то очень эксклюзивном районе. И отели все интересные, все необычные, но действительно Ля Резерв – это крем де ля крем. Это лучшее, что мы можем предложить клиентам, в том числе и русскоговорящим, поэтому мне бы хотелось сегодня действительно рассказать про их особенности, чтобы вы познакомились ближе. Давай, может быть, начнем с истории, с истоков, с чего все началось, с чего началась история владельца, да, как он пришел к этому, с чего он начал свой путь, и вот эта идея вот, да, воплотилась в такие красивые проекты, которыми сейчас мы все наслаждаемся. Давай тогда начнем, наверное, вообще с необычного такого бизнеса, который есть у нашего владельца. Мы, наверное, ведем отсчет с 2000 года. Потому что именно в 2000 году господин Мишель Рибье приобрел виноградник. То есть вся его отельная такая ресторанная империя началась с виноделия. Этот виноградник до сих пор существует. Это очень известное вино Шато де Кос де Стурнель, находится в Бордо, в регионе Сент-Эстеф. И по классификации французской вин это Second Grand Cru
классе, то есть это второй эшелон великих французских вин. Он приобрел виноградник, который уже имел хорошую известность. Здесь производится, конечно, очень интересное и заслуженное вино, скажем так. Но вот тебе для информации, эта классификация, по которой мы сейчас его оцениваем, она вообще-то датируется 1885 годом. То есть вот прошло уже столько времени, а до сих пор французские вина, именно бордоские, они соблюдают вот эту классификацию. То есть сколько уже всего поменялось, и почва менялась, и пересаживали виноградные лозы, но тем не менее эта классификация старинная, она действует до сих пор. Этот виноградник знаменит тем, что им владел в середине 19 века Луи Гаспар Эстурнель, и он очень успешно развивал виноделие. Его эксперименты с вином, с купажом дали прекрасные результаты. Вино поставлялось в императорские дома, и даже он экспортировал его за рубеж, в Индию. Его называли Махараджа Сент-Эстефа. Он был страстным любителем восточной культуры, эстетики восточной. Он даже привез из Индии 2 каменные пагоды, которые водрузил на свое поместье, и получился такой французско-индийский замок посреди виноградников в Бордо. И, в общем-то, мы, кстати, сейчас можем даже еще понять, откуда идет символ коллекции. Да, слон. Да, ты меня спрашивала, откуда слон? Я сказала, я тебе расскажу позже. Слон, да. Да, действительно, слон был символом винодельческого этого хозяйства. И когда в 2000 году Мишель Рибье приобрел его, он решил оставить. Это же еще очень по фэншую классная история. Слон, особенно с поднятым хоботом, символизирует благополучие, богатство. Да. Он несет очень хорошую, добрую, положительную энергию. Вот, поэтому слон остался как символ всей коллекции Ля Резерв. И на территории винодельческого хозяйства до сих пор существует этот замок. Он представляет собой жилище владельца. То есть господин Рибье проживает там, когда приезжает проследить за производством. Но в свободное от этого время его можно полностью арендовать. Это действительно уникальный объект. Сюда приезжают гости очень высокого уровня. Здесь 8 спален, и они получают настоящий энологический экспириенс. Потому что во время пребывания им делают экскурсию по замку, по винодельне, обязательно дегустацию. И так интересно, этот замок в аренду сдается с all-inclusive, если можно так сказать. Ты приезжаешь и ни о чем не думаешь. Ты ни о чем не думаешь. В распоряжении гостей шеф-повар, всегда консьержи, горничные и питание. А так как мы находимся в сердце региона Бордо, соседний регион — это Перегор, то на столе у клиентов будут прекрасные французские сыры, фуагра, свежайшие устрицы с Атлантики, Аркашон буквально в 40 минутах езды, и, конечно же, вина. И интересный факт, что помимо вот этого хозяйства в Бордо у господина Рибье есть еще производство в Токае, это токайское десертное вино. Он также производит шампанское и розовое вино в Провансе, в поместье Шато де Маскарон. То есть у клиента будет полное погружение в французское виноделие в сопровождении всегда очень, конечно, классных специалитетов региона гастрономических. Мы однозначно рекомендуем такие поездки с приватизацией замка эстетам и любителям вина. То есть если, конечно, клиенты хотят сделать какой-то, я не знаю, разухабистый праздник с выездным кабаре, наверное, это все-таки не к нам. Но если они гедонисты и гурманы, то им очень понравится. Им очень понравится. И учитывая еще эксклюзивный характер этого места, абсолютную приватность, закрытость территории, туда никто не может проникнуть вообще извне. Даже для дегустации нам приходится договариваться всегда задолго заранее. Это один из тех замков, где просто так с улицы посетителей не принимают. Но, тем не менее, это и было в основе империи отельной. И только спустя уже 3 года, в 2003 году, открылся первый отель в Женеве, на берегу Женевского озера. Ты прекрасно его знаешь. И тоже мы здесь встречаемся с необычной локацией. Это Женева, но это не центральная часть города. Это буквально 10 минут от оживленной набережной Роны, от известных бутиков, но на берегу Женевского озера, в окружении зеленого парка. Да, расположение для Женевы необычное, нестандартное. Да, мы, наверное, сравниваем его даже с каким-то загородным клубом. Да, я тоже так его воспринимаю. Вспоминаешь. Да. И в этом его большой плюс. То есть те гости, которые хотят чувствовать себя немножечко обособленно, да, в таком закрытом сообществе себе подобных,
Они, конечно, обожают Женевский отель. И действительно, он был первым. В прошлом году он праздновал свое 20-летие. Ну, давай поговорим поподробнее про Женевский отель, потому что концепция его изначально была направлена в том числе на оздоровление, да, как бы интересные коллаборации с клиникой и расположение. То есть это такой немножко курорт в городе. Ты очень правильно говоришь. Это также, и мы всегда представляем наш отель, это настоящий отель-курорт. Потому что он занимает большую территорию, у него есть парковая зона, в парке расположены теннисные корты, один из них крытый, можно даже зимой играть в теннис, там есть открытый бассейн. И действительно вот эта концепция отеля-курорта дополняется огромным спа-центром. Это самый большой спа-центр во всей Женеве, 2500 квадратных метров. И плюс у нас же есть еще детский клуб. Да, то есть это отдельная как бы тема. Путешествия родителей с детьми, семей в Европе не всегда очевидно и удобно, именно потому, что городские отели не приспособлены частенько, особенно для маленьких детей. У нас есть возможность предоставить услуги детского клуба, куда можно отправить ребенка от 6 месяцев до 13 лет, где за ним наблюдают педагоги, аниматоры. Причем детский клуб включает в себя еще открытую зону в парке. Там сделан такой веревочный домик, как деревянные джунгли. То есть дети чувствуют себя очень хорошо в нашем отеле. Особенно в периоды детских каникул. Есть программа. На Пасху дети ищут пасхальные яйца по всему парку. Родители отправляют своих детей на поиски, потому что в пасхальных яйцах спрятаны сюрпризы. Можно даже обнаружить в одном из яиц ваучер на проживание в одном из отелей «Ля Резерв». Здорово. Поэтому это действительно очень такая интересная история полноценного отеля-курорта. И, конечно, то, про что ты сказала, Ева, про оздоровительный центр, это наша гордость. Мишель Рибье, как я уже говорила, является совладельцем частных клиник в Швейцарии. И программы, которые оздоровительные мы предлагаем в Женеве, это программы, разработанные специалистами клиники Женулье. Программы называются Better Aging. Ты видишь, это такое название специфическое, которое мы переводим как «правильное или грамотное взросление». То есть это программы не про анти-эйдж, не про то, чтобы скрывать возраст или маскировать свои морщины. Это программы, нацеленные на то, чтобы научить своих клиентов грамотно взрослеть, хорошо чувствовать себя в своем возрасте, принимать его, готовиться к взрослению и жить полноценной счастливой жизнью. Я считаю, что вообще такую программу все, кто интересуется СПА, оздоровлением, должны хоть раз в жизни пройти, потому что она закладывает определенные, скажем так, принципы и пищевого поведения, и физической нагрузки, и вообще в целом отношения к себе. Вот. Но при этом эти программы могут иметь еще и специализацию. Кто-то приезжает сбросить лишний вес, кто-то хочет пройти программу детокс, антистресс, омоложение и так далее. Но каждый раз эта программа включает в себя небольшой чекап, встречу с остеопатом. Вот, кстати, я вообще впервые в своей жизни попала к остеопату именно в Женевском отеле. Я думаю, что у тебя был опыт, общения с этими специалистами. Во Франции, между прочим, остеопатия даже покрывается страховкой. Да. И действительно, это очень важная отрасль медицины. Остеопат оценивает состояние опорно-двигательного аппарата, состояние костного скелета, мышечных тканей, дает свое заключение и рекомендации по возможной физической нагрузке. Потому что мы же прекрасно понимаем, люди, которые приезжают на оздоровление, не все из них готовы сразу к серьезным кардионагрузкам. Кто-то приезжает с очень большим весом. Этому человеку достаточно 20 минут в день ходить пешком, это уже будет давать терапевтический эффект. Вот про это ему и рассказывают во время программ. Начните с малого. Вот вам адаптированная под вас нагрузка, которая уже даст результат. Другая составляющая – питание. Всегда включается в эти оздоровительные программы консультация с нутрициологом, который анализирует пищевые привычки и также дает рекомендации. Но общая направленность, скажем, нутрициологии в рамках программ Better Aging в нашем Spa Essence – это полноценное сбалансированное питание. То есть мы против любых диет.
Но еще при том, что у вас с гастрономией все в порядке. Да, у нас всегда параллельно с гастрономия. этим, да, у вас То есть, есть чем похвастаться в плане ресторанов. 100%. Да. Вся история Ля Резерв – это история про удовольствие. Да. И это удовольствие люди должны получать и от физической нагрузки, и от питания. То есть чрезмерные ограничения не приводят к длительным результатам. И даже во время наших программ, нацеленных на похудение, клиенты никогда не потеряют больше, чем 3 килограмма. Потому что потеря большего веса – это потеря мышечной ткани, а это очень опасно для взрослеющего организма. Вот поэтому диета всегда сбалансированная, достаточное количество калорий, и всегда рекомендуют нутрициологи не исключать никакие продукты. То есть и красное мясо раз в неделю рекомендуется употреблять, и даже субпродукты раз в месяц, потому что они являются бесценным источником витамина В. То есть все должно быть в меру. В балансе. Все должно быть в балансе. Да, мы за разумный подход, за гармонию и за отдыхе. удовольствие. За удовольствие, да. То есть удовольствие вообще должно присутствовать всегда в нашей жизни. Ну, с винной картой понятно, что нет проблем вообще ни в одном отеле или резерв. Это всегда все представлено, это выбор каждого клиента. И действительно, гастрономия, высокая гастрономия, гедонизм всегда соседствуют с правильным образом жизни в наших отелях. Это правильный баланс. Вот поэтому действительно, да, программы очень интересные, уникальные, мы можем так сказать. Они предлагаются в отелях именно Ля Резерв и в некоторых других отелях Мишель Рибье Hospitality. Плюс используется специальная косметика, точнее... Про это я хотела спросить, да, что вы же еще сами производите косметику. Да, ты права, это производство продолжается, существует до сих пор. Косметика, которая скорее даже относится к космецевтике, на грани медицины и косметологии. Это такие косметологические препараты, да, наверное, так скажем, которые имеют очень высокое содержание активных веществ. То есть это действительно такая как фармацевтика отчасти. И эта линейка используется в оздоровительных процедурах, в уходовых процедурах, во время СПА-программ обычных и во время оздоровительных полноценных 7-дневных программ. А вот они, кстати, мы сейчас к этому подойдем тоже. Эти СПА-программы, насколько я понимаю, представлены у вас в Женеве и в Раматюэле. Совершенно верно, да. Ты молодец, ты знаток, да, ты очень хорошо знаешь наш продукт. В Сен-Тропе тоже в отеле предлагаются оздоровительные программы. И в Сен-Тропе, как и в Женеве, в часть вот этой вот физической активности всегда включаются еще занятия на свежем воздухе, потому что в Женеве в парке могут заниматься аутдор наши клиенты, а в Сен-Тропе отель расположен в таком живописном месте, там мы предлагаем трекинг, скандинавскую ходьбу по окрестностям вдоль моря. Да, место изумительное. Это изумительной красоты место. И там, конечно, оздоровление происходит даже от того, что ты смотришь на эти шикарные виды, на Средиземное море, как в Женеве ты смотришь на озеро и на зеленую лужайку. Эстетика окружающая всегда очень важна в наших отелях. То есть красиво должно быть и внутри отеля, и вокруг него. Никогда из отеля Ля Резерв не бывает плохого вида, даже если это городской отель. Это, наверное, тоже такая наша особенность. Вот, так что Женева, да, действительно, это интересное очень направление. Мы рекомендуем его рассматривать, кто приезжает и по бизнесу, и в целях оздоровления, и даже шопинга, потому что отель очень близко. И плюс у нас делают специальный трансфер на венецианской лодке мотоскафа по озеру. Это бесплатная услуга для клиентов отеля. Можно с ветерком прокатиться, за 10 минут доехать до самого центра. Прекрасно. Вот это незабываемое такой трансфер, впечатление. да, который уже... Да, это как бесплатный трансфер до центра города. Вот. Но вообще, конечно, по нашим меркам это очень близко, это 10 минут. Да. Вот, но для Женевы это уже так немножечко на выезде из города. Ну, это приключение целое, это же тоже часть путешествия. Да, когда ты на лодке в город и обратно, это совершенно верно. Очень здорово, необычно. Про Раматюэль давай, может быть, чуть поподробнее, потому что, насколько я понимаю, он свежеотреставрирован. Да. И что там изменилось, может быть? Да, это действительно так. В 2004 году к сезону летнему отель открылся полностью реновированным. И реновацией этой занимался Жак Гарсия. Это тоже как бы друг нашего владельца, Мишель Рибье. Это известнейший французский декоратор.
Жак Гарсия делал также отель в Париже «Ля Резерв» и оформлял Женевский отель. В Сен-Тропе, в Раматюэле перед ним стояла задача привнести больше духа Сен-Тропе, добавить в достаточно лаконичные изначально интерьеры нашей гостиницы ярких красок. И действительно ему удалось воссоздать атмосферу 60-х, 70-х годов в Сен-Тропе за счет ярких акцентов, очень интересных элементов декора. Он добавил произведения искусства местных мастеров провансальских. Это керамика, лампы, панно. Очень красивые какие-то статуэтки, элементы декора. Действительно, отель заиграл новыми красками. На самом деле он был в прекрасном состоянии, и для меня отель в Раматюэле, ну, это однозначно лучший отель в регионе. Я достаточно хорошо разбираюсь в отельной базе, благодаря прошлому, да, своей работе во французской компании, и уважаю всех наших конкурентов, прекрасно знаю их в каждом из регионов. В регионе Сен-Тропе такого отеля больше нет. Я вообще всегда называю, что отель «Ля Резерв» Раматюэль — это как Мальдивы в Провансе. Да. Потому что вот это обилие свежего воздуха, панорамных видов, шикарных просторных номеров, качество материалов, оно сравнимо с самыми дорогими отелями островными. Это достойно того, чтобы увидеть. Отель совсем небольшой, здесь 27 номеров. Но плюс еще на территории его находятся виллы отдельно стоящие, 14 вилл с полным отельным обслуживанием. В виллах не было такой глобальной реновации, они сохранили свой более провансальский стиль. И в этом их очарование. Вот я хотела лишь напомнить, что действительно это самый классный, наверное, вариант размещения для клиентов с детьми, потому что виллы имеют от 3 до 7 спален, у них всегда своя территория, полностью огороженная, под наблюдением, там очень безопасно. У каждой виллы свой бассейн, летний домик, открытая терраса, большая гостиная, столовая, кухня. Виллу обслуживает персонал отеля, плюс можно даже заказывать своего личного шеф-повара. Это суперкомфортное проживание в частном доме, где ты ни о чем не заботишься. Ну, вот, они поэтому такие востребованные. Они очень бронировать востребованные. Их надо заранее, по опыту знаю, верно. Что да, их, совершенно верно. Есть какие-то еще интересные моменты, про которые мы тоже тихо, конфиденциально рассказываем, что вообще-то одна из вилл отеля, 7-спальневая, она долгое время сдавалась в аренду Карлу Лагерфельду. И уже после его ухода она была чуть-чуть отреновирована, и сейчас ее можно арендовать клиентам. Вот, мне кажется, это очень классный опыт. Ну, это огромная вилла, там 7 спален. Вот, поэтому мы ждем клиентов и всегда рады предоставить все, что им нужно. Семьи, которые приезжают с детьми, у них всегда множество специфических запросов. Это и детские кроватки, и какие-то колясочки, игрушки. Все это с удовольствием консьержи отеля делают, потому что это отель уровня Палас. Это самый высокий уровень отелей во Франции. Ты знаешь, что их не так много по территории страны, правда, да. и это всегда гарантия очень высокого уровня. Да. Но мы сейчас коснулись с тобой Лагерфельда. У вас очень много звездных, скажем так, фанатов, да? Есть селебрити, которые выбирают, например, парижский «Ля Резерв». Одни из них — это семья Бекхэм. Совершенно верно. Так как это, в общем, такая публичная история, да. Поэтому об этом мы можем говорить. Да, вот, да. Люди как-то вот выбирают вас. Да. Это немножко про молодость, про фэшн, да. про такое, и в то же время про традиции, про очень крутой сервис изначально. Однозначно. Я считаю, что вообще отель «Ля Резерв» — это олицетворение таких закрытых частных клубов. То есть все равно это публика, которая предпочитает именно качество и сервис, а не шоу-офф. И я очень аккуратно рекомендую всегда нашим партнерам, агентствам предлагать наши отели, потому что действительно люди должны понимать этот продукт. И если у вас есть запрос от клиентов, которые хотят именно себя показать, других посмотреть, и молодая девушка хочет первый раз приехать в Париж, пройтись на высоких каблуках, короткой юбке, по огромному роскошному лобби, покачивая своей сумочкой Биркин или там позвякивая браслетами Cartier, наверное, это не совсем наша клиентура. Отель «Ля Резерв» — это про old money, либо про тех, кто понимает, что это такое, кому нужно, может быть, даже чуть-чуть
спрятаться, но оказаться в среде себе подобных. Это отели в стиле закрытых частных клубов, однозначно. Но сервис, который они оказывают, качество услуг настолько высоко, что действительно звезды выбирают отели для своих поездок, и в том числе, когда им нужно быть немножечко вдали от зевак, да. когда нужно немножечко спрятаться. И чита Бекхэма — это действительно наши фанаты и амбассадоры, и, к счастью, они отмечаются в отеле, поэтому мы можем про это говорить. Да, это очень приятные гости. Конечно же, есть масса других звездных гостей, имена которых мы никогда не разглашаем. И они возвращаются. И, как правило, клиенты, которые один раз попали в отель «Ля Резерв», они потом хотят попасть в такие же отели в других городах. Но пока у нас только коллекция 4, очень, аккуратная. Да, только 4 направления. Это Париж, Сен-Тропе, местечко Раматюэль, Женева и Цюрих. Вот, мы всегда надеемся на расширение коллекции именно отеля «Ля Резерв», но сейчас мы говорим про 4 города. Про 4 города. У каждого отеля мы с тобой сейчас коснулись Женевы, чуть-чуть рассказала ты про Раматюэль, не чуть-чуть, а в общем-то довольно емко и очень красиво. Чуть-чуть зашли в Париж, вот это один из любимых тоже наших отелей. Галь, расскажи, пожалуйста, нам еще немножко про Париж, потому что там вы даете возможность остановиться не только в отеле «Ля Резерв», но и в апартаментах. Да, совершенно верно. В Париже у нас есть еще отдельно стоящее здание, в котором апартаменты. И мне кажется, что это такой интересный вообще опыт проживания в Париже, в том числе для тех, кто приезжает не первый раз. И действительно, отель расположен у нас в самом центре, в 8-м округе, вблизи от Елисейских полей, от улицы Фобур-Сент-Оноре. А резиденция с апартаментами – это уже 16-й округ. Во-первых, это очень богемная зона. Это как, я не знаю, Остоженко в Москве. Да. Здесь живут парижане состоятельные. И получается, что там, конечно, шикарный вид как раз на башню. Конечно. Она уже близко просто, да. Она очень близко. И многие же хотят вид на башню. Но из центральных районов, вот 8-й, 9-й округ, там такого вида редко где мы получим. Надо двигаться чуть-чуть вот ближе к 16-му. В апартаментах есть все, что нужно для комфортного проживания. Это полноценные квартиры тоже с кухнями, с гостиной, со столовой. У каждой спальни своя ванная комната. И при этом отельный сервис. То есть клиентам не нужно беспокоиться ни о безопасности, ни о консьерж-услугах, ни о завтраках. Горничная накрывает завтрак прямо в апартаментах. И если в отеле у нас все-таки стиль больше классический, это стиль таких парижских резиденций 19 века. Ты сама жила там. Да. Ты помнишь, это роскошь. Да, там встречаются какие-то современные элементы декора, но в основном это классический парижский стиль. То апартаменты – это очень современный стиль. Я бы даже сказала, скорее, какой-то итальянский. Много света, чистые линии, бежевые оттенки и пространство. Это квартиры площадью от 140 до 300 квадратных метров. Поэтому очень часто для семей, конечно, это идеально. Или для тех, кто приезжает на шопинг, кому нужно еще какие-то сделать встречи. У нас даже были случаи, когда 3 подруги, они решили не брать отдельные номера, они взяли огромный апартамент на 3 спальни, у них у каждой было свое пространство. Для шопинга была возможность тоже разместить все покупки, и плюс еще они встречались с друзьями. Это очень классный вариант, и при этом, ну, как бы мы не говорим про стоимость подробно, да, но это интересное сочетание цена-качество. Двигаясь дальше по Парижу, мы не можем не сказать о том, что французские ваши прекрасные отели удостоены множества премий, множество наград и регалий. Действительно, наверное, особенно парижский отель, он как бы флагманский у нас в коллекции, потому что, по мнению читателей Condé Nast Traveler, очень авторитетного туристического издания международного, его несколько лет подряд называли лучшим отелем Парижа и один раз называли лучшим отелем мира. Супер, да. Да, то есть это голосование читательское, оно абсолютно такое прозрачное, открытое. Мы этим очень гордимся, потому что это действительно клиенты, путешествующие очень много по Европе, сделали свой выбор. В каждом отеле «Ля Резерв» всегда есть гастрономический ресторан.
Этому уделяется особое внимание, и действительно владелец, он сам выбирает шефов, он сам знакомится с их творчеством, и здесь это его вкус, на его вкус отбирается и кухня, и шефы. В Париже, в нашем отеле «Ля Резерв», ресторан «Ле Габриэль» получил буквально недавно 3-ю звезду «Мишлен». Это, конечно, очень высокая награда, это самое такое авторитетное издание, тоже гид международный, гастрономический. И до этого уровня мы дошли не сразу. С 2015 года, то есть 8 с лишним лет, Жером Банктель, шеф-повар, он стремился к этой награде, к этому признанию, и наконец-то он получил это признание. И, конечно, мы однозначно рекомендуем посетить этот ресторан, бронировать нужно заранее. Это определенный гастрономический экспириенс, спектакль, к нему нужно тоже готовиться. Мы призываем относиться с интересом всему, что презентует шеф, заказывать сет-меню, то есть доверяться его выбору, доверяться выбору сомелье в плане пэринга винного, да. То есть чтобы аккомпанемент винный был тоже соответствующий. Ну и настраиваться на такой вот настоящий спектакль. Я хотела бы напомнить, что посещение такого уровня ресторанов – это и определенные обязательства со стороны клиентов, да, то есть нужно соблюдать строгий дресс-код. У нас, например, вот в парижский ресторан «Ле Габриэль» не допускаются мужчины в шортах и в открытой обуви, в сандалиях. Прекрасно. Это прекрасно. Я считаю, я знаю, что ты человек со вкусом, ты тоже такие вещи очень замечаешь. Это очень правильно. Это создание определенной атмосферы. Конечно. Вот. Но помимо 3 звезд Мишлен в парижском отеле у нас ресторан с 2 звездами Мишлен в Раматюэле. Там шеф-повар Эрик Канино, который приверженец такой провансальской, средиземноморской кухни. Он готовит из свежайших продуктов и даже что-то выращивает на собственном огороде на территории отеля. Использует оливковое масло чаще, чем сливочное масло. Поменьше соли, поменьше сахара, но это супер вкусная кухня. И он же еще наблюдает, супервайзит кухню специального ресторана в Женевском отеле на территории спа-центра, потому что у нас есть там ресторан «Кафе Лоран», где подают сбалансированную, как раз здоровую кухню для тех, кто проходит оздоровительные программы, либо для тех, кто хочет какое-то более такое легкое меню. В цюрихском отеле у нас ресторан имеет 1 звезду Мишлен. Их основной ресторан «Эден» – это итальянская кухня. Тоже так очень это интересно, не совсем обычно, может быть, даже для Цюриха. И в Женевском отеле, здесь я хотела бы отдельно отметить один из 4 ресторанов, который называется «Цефунг». Это ресторан китайской кухни, гастрономический, с шеф-поваром Франком Ксу. И он также удостоен 1 звезды Мишлен. Это единственный в Швейцарии ресторан китайской кухни со звездой Мишлен. Но он у нас в топе в Женеве стоит по заказу бронирования столиков. Вот Женева, Цефунг, это вот прям вот... Да. Даже кто не живет в отеле, да, кто не согласись. живет в отеле, все равно мы делали достаточно приличное количество бронирования именно столиков. Да. Совершенно верно, вы бронировали, и здесь приезжают клиенты из центра Женевы и даже из других регионов Швейцарии, потому что это кухня, заслуживающая внимания. Это гастрономическая, аутентичная кухня, но при этом она абсолютно съедобная. Ну и, конечно же, знаменитая пекинская утка, которую здесь подают на подставке в виде бронзовой утки. Мы покажем это. Это нужно обязательно видеть, это нужно пробовать. То есть уехать из Женевы, не попробовав утку по-пекински в «Ля Резерв», это преступление. Вот, поэтому действительно гастрономия – это отдельная составляющая очарования наших отелей. Обязательно нужно бронировать столики, даже если клиенты не проживают в отелях «Ля Резерв», но находятся в этих городах, мы рекомендуем прийти к нам и прикоснуться к этому искусству гастрономии высокой. Сплошные жемчужины просто. Не говори. Я рассказываю, мне уже самой захотелось утки по-пекински или знаменитых роллов из красного риса. Точно. Вот это... Ждем в Женеве. Про Цюрих ты нам что-то расскажешь интересное, и то, чего мы не знаем, мы должны знать точно. С удовольствием расскажу, потому что действительно это относительно новое приобретение в коллекции. Отель открылся в 2020 году.
буквально накануне пандемии. Это, конечно, был такой челлендж, потому что потом пришлось сразу закрыться, но очень быстро, через месяц, он опять уже начал функционировать. Вообще, любители Цюриха и Швейцарии, возможно, помнят этот отель. Он назывался раньше Эден О Лак, и находится он прямо на берегу Цюрихского озера. У него шикарное расположение, лучшее в городе в плане видовом, в плане удобства, достигаемости до центра, до всех каких-то интересных зон. Когда его приобрел Мишель Рибье, то было принято решение сделать глобальную реновацию. Оставили красивый фасад, это историческое здание в стиле Бель-Эпок, но для того, чтобы сделать внутренности, пригласили Филиппа Старка. И это тоже был такой необычный союз, потому что Филипп Старк, ты знаешь, он славится очень такими, ультрасовременными дизайнерскими решениями. Здесь перед ним поставили задачу создать атмосферу яхтенного клуба. Именно потому, что отель находится прямо на берегу Цюрихского озера. Он справился на 5. Получился такой тренди, такой изящный и модный отель, которого никогда в Цюрихе раньше не было. То есть сейчас мы имеем красивый классический фасад, внутри которого скрывается абсолютно современный дизайнерский отель. Это бутик-отель, здесь всего 40 номеров, здесь нет своего спа, но зато здесь есть озеро, и клиенты отеля могут прямо в халатах спускаться из номеров, пересекать набережную и купаться в Цюрихском озере, потому что прямо напротив отеля расположены общественные купальни, бани Утокай. Да, есть такое в Цюрихе. И я хочу просто напомнить, что Цюрихское озеро, оно чуть ли не самое чистое в Швейцарии. То есть воду оттуда можно зачерпывать чашкой, пить, настолько она чистая. А наши клиенты имеют возможность в ней поплавать, искупаться, такой природный бассейн у нас прямо напротив. И, конечно, очень такая важная тема – это гастрономическая составляющая в отеле в Цюрихе. Здесь 2 ресторана, один из которых, Ля Мунья, расположен под самой крышей, имеет выход на террасу и предлагает японо-перуанскую кухню. Для консервативного Цюриха это просто была бомба. То есть, когда открылся этот ресторан, все модники здесь собирались. Это стало the place to be, местом притяжения. Здесь устраиваются мероприятия, здесь проходят какие-то интересные празднования дня рождения, в лобби играют диджеи. То есть здесь, конечно, очень классная атмосфера, и мы однозначно его рекомендуем. И действительно, в таком маленьком отеле, вообще каждому клиенту оказывается исключительное внимание. То есть у нас заезжают очень, бывают, сложные гости, в том числе клиенты, которые приезжают на какие-то медицинские программы в Швейцарию, которые имеют потом ограниченную подвижность. Это тоже момент, который нужно учитывать при размещении. Даже для таких гостей у нас сделаны все условия. То есть гости чувствуют себя очень комфортно в роскошном отеле, даже с ограниченной подвижностью. И вообще Цюрихский отель, он славится какими-то интересными коллаборациями. Во-первых, они всегда сотрудничают с местными музеями. У нас такая была специальная программа «Старк и Корбюзье». То есть клиенты, которые приезжают на некоторое количество ночей, получают бесплатные билеты для посещения музея Корбюзье, который расположен в Цюрихе. Я знаю, что у вас есть еще какая-то очень интересная история с Тиффани. Про эти коллаборации интересно послушать. Да, с ювелирным домом Тиффани. Для клиентов мы организуем специальный VIP-визит бутика с VIP-сопровождением, с шампанским. И для клиентов, точнее для клиенток отеля «Ля Резерв» Эден О Лак бутики дарят еще маленькое украшение, подвеску Тиффани. Я считаю, что это вообще идеальная тема для романтического свидания, для уикенда в Швейцарии, приехать со своей девушкой, сделать ей сюрприз, сходить в Тиффани, что-то выбрать или просто получить небольшой подарок. Потому что Цюрих славится шопингом, однозначно. Да, это город, в котором представлены все бутики, не только часовые, шоколадные мастерские, но и бутики всех известных брендов. Мы оказываем тоже такой шопинг-сопровождение. Поэтому всегда в Цюрихе мы готовы чем-то удивлять. Галь, расскажи нам еще, пожалуйста, немножко про Раматюэль, про еще одну прекрасную коллаборацию с роскошным брендом из мира фэшена и такого, скажем, консервативного Old Money Style, Лора Пьяна в Раматюэле, да? Да, Раматюэле. Да, это в Раматюэле. У нас есть, помимо отеля, еще пляжный клуб.
Вообще в Сен-Тропе, как ты помнишь, это принято. То есть клиенты проживают в роскошных отелях, но чтобы позагорать, искупаться в море, пообедать, они выезжают в бухту Пампелон с тончайшим белым песком, где расположены пляжные клубы, бич-клабы. И вот один из бич-клабов, он как раз тоже принадлежит нашему владельцу, господину Мишелю Рибье. Он называется «Ля Резерв а ля пляж». И он оформлен был изначально Филиппом Старком в стиле как раз такого бохо-стайл. Это такой богемный Сен-Тропе, опять же, 60-х, 70-х. Но вот уже несколько лет мы сотрудничаем с брендом Лора Пьяна, который оформил пляжный клуб. То есть элементы декора, подушки, шезлонги, зонтики сделаны Лора Пьяна. Плюс здесь расположен бутик бренда, где выставляются некоторые капсульные коллекции. Это очень красивая коллаборация. Он оформлен в таких песочно-оранжевых тонах. Просто прекрасно сочетается, конечно, с окружающей действительностью, с природой. На фоне голубого моря и синего неба это выглядит очаровательно. И при этом на территории бич-клаба еще есть очень классный ресторан. Мы тоже рекомендуем бронировать его заранее, потому что мы сталкиваемся каждый день в сезон с тем, что нам приходится ставить на лист ожидания желающих клиентов, а приоритет всегда отдается клиентам отеля. Вот для клиентов отеля организуется бесплатный трансфер до пляжа и обратно, и также до центра Сен-Тропе мы вывозим наших клиентов на симпатичных автомобилях. Вот, поэтому это тоже место, которое стоит посетить, и коллаборация очень такая элегантная, я бы сказала. Да, я представляю. Еще давай, может быть, чуть-чуть пару слов скажем про Париж, про прогулки по Сене вы тоже организуете для своих гостей. Это тоже такой интересный экспириенс. Есть такая опция, да. Есть опция. Мы действительно предлагаем гостям отеля прогулки на небольших изысканных яхтах, тоже в стиле венецианских таких лодок, как у нас в Женеве представлено. Это может быть частный круиз для пары или для маленькой компании, круиз, во время которого клиенты прокатятся по Сене, посмотрят на достопримечательности, посмотрят на закат. Мы всегда снабжаем их корзинкой для пикника, предлагаем им фирменное шампанское Мишель Рибье. Вот это шампанское, которое не экспортируется никуда из Франции. Его можно попробовать только в отелях «Ля Резерв». Как правило, клиентам, которые проживают в высоких категориях, мы ставим его в качестве комплимента. И также его можно заказать во время пикника с какими-то французскими сырами, колбасами, маленькими закусочками. Все это может быть подготовлено в гастрономическом ресторане. Вот эти маленькие круизы на яхтах с фотографом, мне кажется, что может быть романтичнее. И учитывая, в общем-то, хорошую погоду в Париже, это вплоть до какой-то осенних месяцев мы можем это предлагать. Вот. Вообще, действительно, у нас есть в Париже абсолютно эксклюзивные коллаборации, потому что парижский отель является меценатом музея Лувр. И иногда мы предлагаем такие программы, как частный ужин в Лувре в часы его уже закрытия для небольшой группы клиентов в исполнении нашего звездного шефа Жерома Банктеля. Вот, то есть визит такой Лувра в закрытое время плюс гастрономический ужин в сопровождении классической музыки. Я думаю, что абсолютно уникально, да. Таких эксклюзивных предложений их можно по пальцам перечесть, поэтому мы предлагаем клиентам, которые любят гастрономию и искусство, держать это в голове. Мы будем рады такое предложить для твоих вы клиентов. Задействуете, то есть все спектры все органы чувств. Да, все органы чувств. Даже аромат у вас в каждом отеле, это какая-то просто фантастическая композиция. Да, аромат — это, мне кажется, одна из важнейших составляющих нашего имиджа. Аромат фирменный «Ля Резерв», он обволакивает гостей, когда они попадают внутрь отеля. Этот аромат был создан специально для отеля парфюмером, который работал также для отеля «Кост» и создавал еще ароматические свечи для брендов «Хлоя», «Лакост», делал знаменитую туалетную воду «Eau de Colette». Аромат уникальный, мы его и также предлагаем в виде ароматических свечей для дома. Мне кажется, ни один клиент еще не уехал из наших отелей, не купив ароматическую свечку «Ля Резерв».
Этот запах полон корицы, очень таких теплых тонов. И мне кажется, это очень важно, когда у отеля есть свой запах. Это правда, да. И когда ты возвращаешься, потом зажигаешь свечу, вспоминаешь то время, которое ты провел в поездке. И уже планируешь поездку. И уже планируешь следующую поездку, да. Да, это точно. Так мы и создаем своих фанатов. Фанатов, да. Я думаю, сейчас прибавится еще у вас целая Мы армия очень- поклонников. Мы очень ждем. Потому что ты, конечно, очень вдохновляюще нам все это рассказала, мне напомнила, гостям нашим Ты наш рассказала. типичный клиент. Да. Ты наш Спасибо, типичный дорогая. клиент, человек, который Спасибо. любит красоту в деталях, у которого есть насмотренность, который понимает, что такое качественный сервис, внимание к деталям, действительно деликатное, бережное и уважительное отношение к клиентам, с соблюдением личного пространства. Ты уже на себе это испытала, поэтому прекрасно представляешь, о чем мы говорим. Поэтому всех эстетов, гурманов, гедонистов Приглашаем. мы приглашаем в отеле коллекции «Ля Резерв». Вы будете очарованы. Я этим. даже не сомневаюсь ни минуты. Но мне еще нравится эта история, что владелец, так сказать, прикладывает свою руку к очень многим спектрам, Да. которые составляют всю эту фантастическую красоту и гармонию. И это прям очень откликается в плане отношения к бизнесу, к своему детищу, не просто как вот коммерческая какая-то история. Это исключительно такая вот гедонистический какой-то вот изумительный проект. Поэтому только процветание и новых прекрасных вам гостей. Спасибо. Вот. Надеюсь, что мы вдохновились тобой. Home, away from home, дом Да. вдали от дома – это Да. основная концепция этой коллекции. Действительно, ты совершенно права, что когда владелец является еще и управляющим бизнеса, получается другой эффект, это синергетический эффект. И это заинтересованность совершенно другая, это вовлеченность и сохранение аутентичности прежде всего. Каждый отель остается уникальным. Проснувшись в отеле «Ля Резерв» в Париж, то гость понимает, что он в Париже. Здесь нету однообразных каких-то дизайна или стандарт качества. Здесь каждый отель – это отель с душой, и это дом, куда владелец приглашает своих гостей. Ну, я считаю, что бренду «Ля Резерв» повезло с амбассадором, в том числе. Ты очень здорово, действительно вдохновляюще нам во всем рассказала. Спасибо тебе Ева. огромное. Спасибо большое за Ждем новых встреч. интервью. Спасибо Да, большое. И ждем каких-то интересных новостей из прекрасных отелей «Ля Резерв». Спасибо тебе за эту идею, я была очень рада. Спасибо, дорогая. Спасибо. Спасибо.